кстати, понимаешь, я хотела на самом деле устроить тебе сюрприз, да, но я поняла, что все-таки нужно кое-что уточнить у тебя. Вообще, согласен ли ты на мою идею? Потому что если сюрприз бы тебе не понравился, это было бы плохо. Ну, поэтому прости, что сюрприза не будет, но надеюсь, тебе все равно будет приятно. И тебе вообще понравится моя идея. Кстати, у тебя вот здесь пятнышко. Чернила. Прости, надеюсь, ничего страшного. В общем, помнишь, мы договорились, что через 2 недели на фестиваль местный мы пойдем вместе. Да, я в косплее. Вот, а ты, ну, просто со мной вместе. Да. Ну так вот, я подумала, а почему бы, ну, нам, не знаю, просто когда отреагируешь на эту идею, вдруг она тебе не понравится. Вот, сделать парный косплей. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ты согласен? Я думала, это будет сложнее. Ну, я думала, придется тебя уговаривать. Ну да, наверное, это больше приятно будет мне, чем тебе. Ну, поэтому я хотела сделать сюрпризом для тебя костюм. Да, на самом деле я, конечно, не умею особо шить, но я выбрала специально легких персонажей. Да, и у нас всего 2 недели, но там совсем просто. Я уверена, что я успею. Плюс моя любовь к тебе будет подгонять меня. В общем, ну, я просто давно мечтала об этом, ну, о парном косплее. Не просто, что мы оба будем в косплее, а именно парном. Да, ну, там главный герой из какой-нибудь манги или аниме, ну, или игры. Например, «Мир кораблей», ведь там тебя ждут очаровательные вайфу-командиры прямиком из Azur Lane. А я, кстати, думала над косплеем этих кораблей девочек. Я прекрасно знаю, что 2D девочки это то, что тебе нравится, а когда они еще и хорошо озвучены. С такими командирами победа будет обеспечена. Думаю, все играли в морской бой, но обеспечить полное погружение в морские баталии тебе поможет «Мир кораблей». Прямо сейчас «Мир кораблей» и Azur Lane проводят аниме-ивент, на котором ты сможешь получить кучу приятных впечатлений. Встречайте новых командиров и их звонкие голоса, изящные камуфляжи и 2 премиумных корабля в тематической боевой раскраске. Если ты еще не знаком с этой корабельной вселенной, проходи по моей ссылке в описании, ведь таким образом ты не только поддержишь мое творчество, но и получишь крутые подарки для быстрого старта. Можешь даже добавить меня в друзья. Пора играть, командиры. Вот. И ну, это же так прикольно вместе ходить на фестивале, да, сделать красивые фотографии. Ну, выступать, конечно, мы вряд ли будем, потому что я думаю, ты еще к этому не готов. Все равно даже просто в косплее на фестивале бывает немного неловко. Особенно если ты не привык, ну, к вниманию. Но понимаешь, некоторые люди захотят с тобой фотографироваться, поговорить. Вот. Поэтому, ну, я надеюсь, ты не против. Нет, если ты сам не хочешь и заставляешь себя согласиться только из-за меня, не надо. Хочешь попробовать? Ну вот, спасибо. В общем, я подумала, что помнишь мой косплей на Мицури? Из Клинка, да. Вот, я буду Мицури, а ты будешь Обаная. Напомнить, кто это? Ну, давай сейчас покажу. Так, сейчас.
еще тут есть маска. И я знаю, что для тебя, наверное, непривычно будет, что много людей будет подходить, могут фотографировать. Поэтому я подумала, что было бы хорошо выбрать тебе персонажа вот подобного типа. У Абаная есть маска, вот, за которой мы скроем твое лицо, если ты будешь смущаться. И плюс у него костюм весь, в принципе, закрытый. Да, форма свободная, и хаори тоже свободная. Получается, тело вообще не будет видно, если вдруг тебя что-то смущает. Плюс форма очень удобная. Да, это не какой-то сложный там костюм. Единственное, что меч, да. Ну, меч, конечно, мы возьмем готовый. Вот, ну и в принципе все. И парик, да, кстати, там простой, там в принципе стрижка короткая. Поэтому, мне кажется, это хороший косплей для первого раза. Ну, удобный, закрытый, и лицо при этом закрыто. Ну, потому что ты, наверное, все-таки еще не привык фотографироваться. Ну и плюс, знаешь, когда тебя фотографируют другие люди, часто получается не очень. А тут у твоего персонажа будет маска. Разве это неплохо? Ну, а я вот Мицури. Но у меня уже есть костюм, он готовый, поэтому там, в принципе, ничего не надо делать. Вот. И мы будем с тобой Мицурию Баная. Ну, они пара как бы. Вот. Поэтому, мне кажется, это будет очень-очень мило, если мы их скосплеим. Тебе нравится? Ну хорошо, потому что я боялась, вдруг тебе не понравится именно, ну, делать Баная. Потому что, ну, если честно, я уже все там за себя и за тебя уже решила, кого косплеить. Вот, но все-таки решила тебе, не, ну, как сказать, не делать сюрпризы, все-таки рассказать, вдруг бы ты не согласился. Плюс мне нужно снять мерки. На самом деле хаори, в принципе, можно снять и без подробных мерок, потому что, ну, это хаори, оно, в принципе, свободное. Просто могла бы шить оверсайз и примерно прикинуть твой рост. Вот, но форму все-таки, я думаю, мы закажем. Да, надеюсь, она, конечно, успеет прийти. Мне, конечно, надо будет кое-что там тоже поменять, перешить. Но главное хаори. Да, попробуй его сшить сама. Так что все равно пару мерочек нужно снять. Сейчас давай. Вот такая у меня есть. Да, вот такой вот сантиметр в виде рулеточки. Я тоже его украсила брелочком и стикером. Но люблю я всякие такие брелочки, стикеры, стразики. Разве это не миленько? Сначала я сниму мерки твоего лица, ну потому что я буду делать маску. И пару мерок с фигуры снять, да. Слишком подробных мерок не буду брать с тела, по крайней мере, потому что, ну, все-таки хаори просто шить, там не нужны такие подробные мерки, как при шитье, например, пиджаков. Вот. Ну и плюс я все-таки еще не очень, ну, что ты понимаешь, знаю. Я, конечно, наблюдала, как ты все это делаешь, поэтому кое-что припоминаю. Но если я буду делать что-то не так, ты, пожалуйста, мне говори об этом. Да.
еще просто ушки померим, да. Одинаково. Так. Так, и давай теперь от носика до подбородка. Так. Где ты хочешь, чтобы твоя маска начиналась? Примерно вот здесь? Или пониже, повыше? Можно сделать повыше, просто вот здесь она так на снижение будет идти. Понятно. Хорошо. Так. Давай теперь вот здесь еще от подбородка до шеи померим, чтобы слишком там много ткани не было лишней. Так, и на нижней части, наверное, длину тоже измерим. Так. Так, чтобы еще измерить. Все здесь, наверное, да. Ну, в принципе, для маски, наверное, хватит. Да. Теперь можно мерить твое тело. В принципе, особо много мерок не нужно. В основном плечи давай сейчас померю. Так, надеюсь, ее хватит. Вроде бы она была длинная. Так, плечи. Так. Плечи. Давай еще. Так. А какой у тебя рост, я забыла. Но рост мерить не будем, ты его знаешь, хорошо. Так, и талию давай померим. Но это на всякий случай, вот, чтобы заказать костюм, потом его, если что, немножко ушить. Ушивать-то это несложно. Так, талия. Понятно. И еще грудь. И следующее будет грудь. Так. Понятно. Так, и давай длину руки, да. Немножко вперед ее потяни. Мне так удобнее будет. От плеча до запястья. Давай вторую на всякий случай. Ну, я просто, может, еще хочу побольше времени с тобой провести. Вот поэтому... Нет, я не тяну время. Вот. Ну, давай вторую руку. Так. Бедра. Ну, хотя там, конечно, штаны широкие, но на всякий случай. Так. Просто я пытаюсь еще вспомнить, может быть, еще что-то нужно снять. Давай вот от плеча ближе к шее до пояса. Так, талию померила, грудь померила, бедра померила, плечи померила, длину туловища померила, руки тоже померила. Все. Ну, думаю, для этого костюма хватит. Мне же нужно записать все эти мерки, потому что я их не запомню. Так. Так.
еще ведь макияж. Ну да, даже когда косплеишь парней, нужен макияж всегда. Вот, поэтому, тем более у Абаная, у него разрез глаз такой, ну, змеиный, наверное. Вот, поэтому все равно там стрелками придется придавать форму глаз. Поэтому мы еще сначала потренируемся, сделаем пробный макияж, потому что я пока еще не пробовала делать такой мальчиковый макияж. Ну, для косплея парней. Я все-таки больше девочек косплею. Вот. И что еще? Парик уложим. Парик уложим, макияж сделаем, костюм примерим. Но это все пробное будет. Вот. И все. Ну, я думаю, мы успеем за 2 недели. Получается, мне ведь только хаори сделать. Мой костюм ведь готовый уже. Вот, поэтому, в принципе, я думаю, на этом все. Да, можешь идти. Нет, я не выгоняю тебя, просто я хочу побыстрее приступить к работе. Да, чтобы быстрее для тебя шить костюм. Но это будет как мой подарок тебе за все твои костюмы для меня. Все, хорошо. Хоть хаори просто шить, а тем более из таких полосок, я думаю, не помешало бы немножко хотя бы наметить план, ну хотя бы так по-простому. Все-таки я первый раз буду делать, поэтому не совсем уверена. Надо подумать. Ладно, хватит прокрастинировать, нужно заниматься. Осталось всего 2 недели. Так, для начала нужно решить, какой ширины будут полоски на хаори. Так, ну, мне кажется, черные должны быть немножко тоньше, чем белые. Хотя на первый взгляд кажется, что полоски одинаковые, но на самом деле нет. Я думаю, черные будут 2,5 сантиметра.
принципе, все выглядит отлично, поэтому я думаю, все можно так и оставить.